Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И тема данного видео — это список инициализации конструкторов. Это небольшая, в принципе, тема, но немаловажная. Я считаю, что обязан вас с ней ознакомить. Так, давайте откроем редактор кода, перейдем, как всегда, в нашу директорию, которая специально для курса, и даже тут у меня директория для ОПшечки отдельно. И в этой директории, которая у нас относится к деструкторам, конструкторам, уже вторая получается, по счету откроем файлик. И смотрите, тут пытаться давать определение списку инициализации конструктора, наверное, нет смысла. Надо начать с примера. То есть, список инициализации, я думаю, вы уже с ним глобально знакомы. Мы часто массивы, инициализировали с помощью вот такой униформы инициализации, указывали подряд там значения, которыми хотим инициализировать конкретные элементы массива. Здесь будет немножечко похожая ситуация, но уже с конструкторами классов. Давайте объявим какой-нибудь класс, опять я юнит его называю, пускай будет так, не суть. И предположим, у этого класса наличествует какое-то количество полей. Скажем, это здоровье нашего юнита, урон, который он может наносить, и какой-нибудь крит, типа critical процент, шанс критического попадания, да? Я думаю, все играли или почти все в компьютерные игры и понимают, о чем идет речь. То есть, соответственно, здоровье юнита, урон, шанс крита и так далее. Вот. И далее мы воспользуемся спецификатором public, чтобы объявить наш конструктор и сделать его, естественно, публичным, доступным. Вспоминаем из первого урока про конструкторы, как он объявляется. Воспользуемся идентификатором класса. Значение возвращаемое мы не указываем. И смотрите, что делаем дальше. Во-первых, для того, чтобы воспользоваться списком инициализации, нам же нужно будет в этот список что-то передавать, правильно? Для этого мы должны объявить соответствующее количество параметров. То есть, предположим, что мы хотим при создании инстанса класса, то есть объекта класса, задавать в списке инициализации все значения для всех наших полей. Для этого нам потребуется, соответственно, 3 параметра. Объявляем параметр int health. Я идентификаторы немножко разными сделаю, поставлю у параметров в конце черточку снизу. Так, чтобы они хоть немножко отличались от полей. Это будет damage параметр, а это будет critical. Вот. Далее укажем, смотрите, вот здесь ниже, в этом случае укажем, странно, он отиндентил, ладно, не суть, укажем тело, но тело в нашем случае, когда мы говорим о списке инициализации, нас не интересует. Смотрите, для того, чтобы воспользоваться списком инициализации, нам нужен следующий синтаксис. Сразу после круглых скобок перед телом, видите, тело мы опустили, фигурные скобки сюда вниз. Сразу перед телом мы ставим двоеточие, и теперь мы можем пользоваться списком инициализации. Для этого мы указываем идентификатор поля класса, health, например, и в круглых скобках значение, которым хотим его инициализировать. И берем из параметра, вот у нас есть health, соответственно, для поля health мы указываем в качестве инициализирующего значения параметр health. И далее через запятую. То есть берем damage, поле нашего класса, и в круглых скобках указываем, соответственно, damage, который параметр. И дальше у нас последний остался critical, поле класса. И также указываем critical в качестве инициализирующего значения из параметра. Все, ребят, вот список инициализации. Давайте проверим, как это будет работать. Я открою терминал, сделаю его крупнее. Так, зайдем сюда. Не дописал еще. Создадим объект нашего класса. Назовем его, не знаю, там, скелетон, scale. Типа скелета, допустим, мы юнита создаем в нашей игре. И указываем в качестве
аргументов для параметра нашего конструктора. Здоровье, предположим, будет там 150 здоровья, урон, положим 10, а critical удар, допустим, у него, или это шанс, например, это шанс критической атаки, пускай будет там 35%, ну просто 35, соответственно, да. Или, неважно, тут можете воспринимать как угодно, пускай это будет шанс, или, допустим, модификатор критану, который будет увеличивать, да, на определенное, умножать на определенное значение наш базовый урон. Тут не суть. Суть в том, что мы сейчас посмотрим, действительно ли мы проинициализировали все наши поля. И давайте, соответственно, создадим какой-то глобальный геттер. Я не буду делать геттер на каждое отдельное поле. Давайте сделаем такой... Обычно так, конечно, не пишут. Обычно пишут отдельно на геттер под каждое поле. Ну, знаете, давайте, я не буду плодить у вас плохие, так сказать, в голове подходы. Даже не буду так писать. Давайте сделаем, переобуюсь и сделаю все-таки по-нормальному. Указываем нормально геттеры для каждого поля класса. Get health. Return, соответственно, health, return health. Далее делаем быстро, копируем, чтобы лишнее не писать. Здесь просто меняем идентификатор, get damage и, соответственно, берем поле damage. А здесь указываем get critical и, соответственно, берем наш crit chance, critical, поле класса critical. И теперь просто воспользуемся объектом нашего класса, вызовем у него последовательно getHealth, далее вызовем тоже пока скопирую, далее вызовем getDamage и, соответственно, getCritical. Ну и напишу красиво, чтобы разграничить. Добавлю здесь такую строку health of skeleton is и двоеточие. Здесь напишу damage of skeleton is и, соответственно, critical chance. Вот я не уверен, что это так пишется, наверное, вот так. Если что, сорян, ребят, поправьте меня в комментариях. Critical chance of skeleton is вот такое. И все, можно попробовать скомпилировать нашу программу. Error, input, тра-ля-ля. А, я неправильно ввел имя файла. Компилирую и запускаю ее. И как мы видим, то есть наш список инициализации корректно отработал. Мы получили все корректные значения, достали их с помощью наших геттеров и видим, что здоровье нашего скелета 150, урон базовый 10, а шанс критической атаки 35%. Ну, проценты мы не выводим, но предполагаем, что это проценты, допустим. Вот, но смотрите, ребят, еще такой нюанс, что вы не обязаны инициализировать все поля, да, то есть вы можете проинициализировать вообще только какое-то конкретное поле, например, одно или два. Ну, допустим, мы инициализируем просто одно поле. И в этом случае, если мы запустим, вообще там мусор будет. То есть, как видите, мы получаем корректное значение в нашем поле класса health, а в двух остальных значениях у нас просто мусорные значения находятся. То есть, в принципе, мы вольны, конечно, так сделать, но понятно, что в реальной ситуации, скорее всего, мы захотим все поля проинициализировать, по крайней мере, перед тем, как лезть в них геттерами. Но это уже, грубо говоря, задачи реальных проектов. Сейчас мы просто разбираем синтаксис и пытаемся понять, что да, мы действительно вольны задавать в списке инициализации только те поля, которые мы хотим. И причем последовательность не важна. То есть мы можем здесь не health проинициализировать, а, допустим, damage. Возьмем damage. Возьмем наш параметр и проинициализируем им наше поле damage. Еще раз компилируем, запустим программу и видим, теперь у нас мусорка находится в health и в critical chance, да, а только в damage нормальное значение, которое мы задали с помощью списка инициализации.
Все, ребят, в принципе, на этом все. Список инициализации вот такая удобная штука. Очень просто ей пользоваться. Я думаю, тут проблем у вас быть уже не должно. Вот, ну, если что, добро пожаловать в комментарии. Если есть что-то, какие-то непонятки, может, какие-то дополнения, замечания, пожалуйста, к адекватной критике я всегда отношусь нормально, я к ней готов, милости прошу. Все, ребят, еще раз напоминаю вам, что я также стримлю, что вы можете найти ссылочку на мой Twitch канал на последних, в описании под последними видео, которые я записывал на YouTube. И желаю вам еще раз удачи в обучении. До скорого, пока.